Before we begin, I want to know how many of you have been to ADR convention? Вначале я хотел бы узнать, как многие из вас бывали в Адьяре на съезде. They can raise their hands. Поднимите руки. На съезде или вообще в Адьяре? In the convention or in Adyar? Anytime. В любое время. She was in Adyar in You worked there? You worked as a volunteer? Вы были волонтером там? Нет, я просто посидел. Good. Можно, да, или предварительно несколько слов скажу? Preliminary introduction words. В одном из последних информационных листов, которые у нас пришли из Адьяра, есть письмо, которое написано Тимом Бойдом. Оно называется «О центрах». Его транслировали киевляне в своем сборнике, который у них «Светоч» называется. Он говорит о центрах. И это интересная тема, потому что она все время перекликается с нашим стремлением что-то синтезировать, что-то объединить. Мы пытаемся все объединить теософов и каким-то образом, чтобы объединить усилия теософов. Но пока у нас не очень хорошо получается, у нас все пока идет на разделение. Но тем не менее, я вот хочу обратить внимание, что, будучи членами Теософского общества, мы осознаем в первую очередь первую задачу, которая стоит перед Теософским обществом. Это сформировать ядро всеобщего братства человечества. Вы все прекрасно это знаете. Ядро является центральной и самой важной частью любого организма или системы, и поэтому этот центр, который является ядром, он направляет деятельность и рост любого организма или любой системы. Это очень будет все медленно. Хорошо. Вот Анибизант говорил о Теософском центре в Адьяре как о доме учителей. Таким образом, исторически сложилось место, где существует как точка притяжения и взаимодействие людей разных стран, разных направлений и разных сознаний, которые непрерывными потоками связываются с этим центром. В любой момент люди, которые находятся все равно разбросаны в разных местах, они или где-то в одном месте, где-то собраны, они, так сказать, обращаются, отсылают свой позыв к основному центру, где у нас расположено Международное Теософское Общество. Это Адьяр. Так же, как и в организме, каждый орган в человеческом организме обладает своим сознанием. Вот точно так же в нашем обществе человечества, как в едином организме, каждый человек несет свое сознание. There are centers of consciousness in our body, so there are spiritual centers in the earth, in the humanity. Но то, что руководит этими потоками, является нашей душой или нашим высшим «я». Но мы должны помнить, что высшее «я» каждого человека может собираться в групповом центре, он так называется центр группового сознания. И вот таким центром группового сознания является, значит, на высших планах, на духовных планах, это тот центр, который объединяет всех теософов, в том числе и нас с вами. Неважно, являетесь вы членом Теософского общества, и даже если просто в душе у вас ваша душа отзывается на те энергии, которые транслирует теософия, а его экстернализации на земном, на нашем внешнем плане, это центр, который мы называем Адьяр. Поэтому, когда мы думаем об Адьяре, мы должны думать не только о том, что вот он где-то место какое-то, оно, конечно, сакральное, там очень много было теософов, и в том числе и Елена Петровна. И, конечно, самое главное, это то, что это является экстернализацией того духовного центра, который вплотную взаимодействует с духовной иерархией. И вот в связи с этим, значит, мы должны помнить об этом, и вот в процессе работы мы будем говорить о том, что мы можем сделать, каким образом мы можем какие-то усилия объединить
и надо ли это. Вот с точки зрения осознания действия центра, мне кажется, что это очень нужно. Вот об этом говорит Тим Бойд. Может быть, там, ну, если вы почитаете, может быть, вы что-то... Там очень много интересных мыслей, но это одна из его идей. Сейчас я заканчиваю, последнее слово. Я представляю просто. И поэтому я хочу представить нам по приглашению нашего отделения Анахата, к нам сегодня прибыл экс-вице-президент Международного Теософского Общества. Он у нас в гостях вместе с его супругой Саша. Значит, это мистер Махендра Сингал, ну, со своей супругой. Немножко потом скажу. Но я хочу сказать, что это супружеская пара является теософом не в одном поколении, понимаете, что это вот передается уже по наследству, их связь с Теософским обществом. Они были связаны в то время, когда еще там работали они Бизант, и они знакомы были, взаимодействовали с этими людьми. Да. Сейчас. Ну и можно сказать, еще сооснователи нашего отделения. И фактически, да, мистер Махендра принимал участие, активно способствовал организации, то есть помогал вступлению нам, да, в Теософское общество и помогал организации вот нашего отделения Анахата. Поэтому... Okay, let's begin. Спасибо. I want to ask one question. How many of you are members for more than 5 years? Кто из вас является членами общества более 5 лет? More than 5 years. Good. How many groups you have in Russia? About 8. 8, okay. What is the total membership of these 8 groups? I think it's 180 or so. Oh, I see. Very good. But not all are active. See, why I am asking this question is, you are the interpreter for me? Who will be interpreting? Yes, yeah. So. That's all right. 180 members 180 членов in a country в стране means это значит, that you can become a full-fledged section. Что вы можете стать полноценной секцией. See, there are 3 levels of Theosophical Society. 3 levels. Есть в Теософическом обществе есть 3 уровня. The lowest is the presidential agency. Самый низкий это президентское представительство. Maybe just 1 lodge. Это, возможно, как там одна ложа есть. When you have more lodges but below 7, когда у вас больше лож, но менее 7, you qualify to become a regional association. Вы уже имеете право стать региональной ассоциацией. Like Ukraine. Как на They don't have 7 lodges, but they have 5 or 6. У них нет 7 лож, но 5 или 6. But if you have 7 lodges and 80 members, но если у вас есть 7 лож и 80 членов, you can become a вы section. можете стать секцией. That is the highest level Это самый высокий уровень theosophical activity you can say that a теософической country can деятельности, have. Теософической деятельности на уровне страны. So I would think that you should try to come together and make a section. Так что я думаю, что вы должны попытаться собраться вместе и создать секцию. The advantage of becoming a section is that you represent the General Council, International General Council. Преимущество того, что вы будете иметь секцию, в том, что вы будете представлены на международном уровне в Генеральном Совете. And also, when there is a presidential election, you have the 1 vote to nominate anybody.
А также, когда будут президентские выборы, у вас будет голос, номинационный голос, вы сможете выдвигать кандидатов. Now you have 180 members, but you have neither representation in the General Council, nor you have any vote to nominate a person when there is a presidential election. А если у вас много членов, но нет секции, то вы не можете выдвигать кандидатов на президентские выборы. So, it would be my suggestion that all of you should get together Это мое and такое try to предложение, forge что a section. вы должны все собраться вместе и попытаться создать секцию. Because then you will be a power in rule making, in nominating people. У вас будет права в таком случае, в том числе и в создании правил и в выдвижении своих кандидатов. You see, normally I don't like to give a talk. Обычно я не люблю читать речи. I like participative and interactive meetings. Я люблю такие встречи интерактивные с участием, с активным участием. So my experience is, if I talk and everybody listens, По моему опыту, когда вот я говорю, а все слушают, after the meeting is over, you don't remember anything. После того, как встреча закончена, вы ничего не помните. It's normal to forget. Вы забываете. Unless, of course, some intelligent people may bring a notebook. Конечно, разумные люди могут записывать в записную книжку. And they are keen listeners. И такие проницательные слушатели. They may note down something. Они могут делать заметки. While somebody is giving a talk. Когда кто-то читает. And that is what you will remember. But if I have a meeting in which I say something and invite your comments or suggestion or elaboration. Но когда я провожу встречу и приглашаю вас к участию, к своим предложениям, к сотрудничеству, that is much more useful. Это гораздо полезнее. Then you think, when I am talking, you are also thinking and also contributing. Потому что вы тоже, не только я говорю, но вы тоже думаете и тоже вносите свой вклад. I also run a lodge in my own house. Every Thursday we have a meeting. У меня дома каждый четверг собираем встречи. We select a subject. Мы выбираем тему. And then have an interactive and participative meeting. И у нас идет такая интерактивная встреча с участием всех. That is just another point. Now, the subject which I gave was но тема, которую я предложил, the role, the purpose and relevance of Theosophical Society in the modern world. Роль, назначение и актуальность Теософического общества в современном мире. You see, there are two aspects of our work. Как можно видеть, в нашей работе есть два аспекта. One is to study Theosophical doctrines. Одна – это изучение теософических учений. The second and more important role is that whatever we learn, а вторая и гораздо более важная часть, чему бы мы ни научились, we share with others. Мы этим делимся с другими. And especially the young people. Особенно с молодыми людьми. So, while we learn, and only when we learn and comprehend, we can share. Но только учась и постигая, мы можем этим делиться. Because just by reading a book, we don't understand much. But you have to comprehend what you have read. Просто прочитав книгу, еще вы не поймете много. Надо постичь то, что вы прочитали. And then only we get the capability to share. И только тогда у нас появится способность этим делиться. The second responsibility of each member и вторая ответственность каждого члена is to live the teachings
of theosophy. Это жить согласно учениям теософии. Because only when you live what you have understood, the good points of theosophy, then only you will become a better person. Только когда вы живете тем, что вы поняли, вы можете стать лучшим человеком. Just by reading a book, читая книгу, and even understanding it, и даже понимая ее, it is not going to make you wiser. От этого вы еще не станете мудрее. Because unless you live what you have learned in your life, потому что если вы в своей жизни не будете жить тем, чему it вы is not научились, going to make an impact это не будет производить воздействие on anybody you meet. на любых людей, которых вы встретите. You see, there was a time when Dalai Lama, Holiness the Dalai Lama, было время, когда его святейшество Далай-лама was having a dialogue имел диалог with a Brazilian clergy. с бразильским священством. And Dalai Lama said, И Далай-лама сказал, my friend, he is addressing the clergy, my friend, он, обращаясь к священнику, сказал: мой друг, I am not concerned я не беспокоюсь whether you are a Christian, о том, вы христианин, a Buddhist, или буддист, or a Muslim, или мусульманин, or a Hindu, или индус, or even an atheist, mind you. или даже атеист. That means you have no religion. I only care how you behave. Меня заботит только то, как вы ведете себя. That means, for Dalai Lama, in a person, behavior is the quality. То есть для Далай-ламы именно поведение было вот этим качеством, Which will come, which he will get, которое он получает, because he has studied and become a wiser person. то есть в результате изучения, то, что он, в результате того, что он изучил, изменение поведения делает его более мудрым человеком. Why do we call Dalai Lama His Holiness? А почему мы называем Далай-ламу его святейшество? Because he is a wise person. Потому что он мудрый человек. He tells us the truth. И он говорит нам истину. He lives simply. Он живет просто. He has compassion. Он имеет сострадание. And nobody has heard him saying any harsh word anytime. Никто ни разу не слышал, чтобы он сказал какие-нибудь грубые слова. That is why he is respected worldwide. Вот почему его уважают во всем мире. He even got a Nobel Prize for Peace. И он получил Нобелевскую премию мира. Can anybody imagine a simple person in saffron clothes, not very impressive from personality, has got a Nobel Prize? What I'm saying is that a simple person got the Nobel Peace Prize. There must be something in him. Что если простой человек получает Нобелевскую премию, значит в нем что-то есть. And the quality that he has is whatever he has read as a religious person. И качество... Камеру вы не закроете? Не закрыла? Наверное. Нет, не закрыла. He practices. Он, как то, что он изучил в книгах, как религиозный человек, он практикует. He has molded his life according to whatever he has read. И он формирует свою жизнь согласно тому, что он прочитал. That is why he is a good person. Вот почему он хороший человек. And everybody respects him. И все его уважают. Now, the second point is, Второй момент. what is the purpose of life? Какова цель жизни? What is the purpose of life?
Can anybody say? Может кто-нибудь сказать? Anyone? Why are we here in this world? Почему мы здесь, в этом мире? Елена Ивановна очень хорошо говорила, стремиться наверх и помочь другим. Helen Röhrig has said very good about it, to aspire upwards and to help others. Very good. Очень хорошо. This is really the purpose. But I put it in a simpler way. Я дам это, изложу это в более простых словах. See, when you try to become a good person or a better person, Пытался ли кто-нибудь из вас стать хорошим человеком или лучшим человеком? you are getting some transformation in our consciousness. Our mindset is getting transformed. При этом ум преодолевает некое ум проходит некое преобразование. And because your mindset is getting transformed for a higher level, И поскольку ваш ум you make better преобразуется impression. на более высокий уровень, вы производите лучшее впечатление. But the ultimate purpose of life is Но конечная цель жизни to gather divine wisdom. – это приобрести божественную мудрость. Because it is divine wisdom which transforms you. Именно божественная мудрость вас и преображает. So, if the purpose of life, and you know it is very simple. Our evolution takes place only when we are in life on this earth. On this, You see, то есть, evolution takes place only by living on the planet as a human being. эволюция происходит только когда вы живете на планете как человеческое существо. When we die, pass away, Когда вы умираете, then only we distill whatever experiences we have мы gained. только выделяем, дистиллируем тот опыт, который There is мы no собрали growth. здесь. Whatever we have experienced until that time, after we pass away, we only distill into, finer, all the experience. После смерти мы только очищаем этот опыт в более тонкий вид. And that experience consists of two parts. И этот опыт состоит из двух частей. One is our capacities, Одно – это наши способности, and the second is our tendencies. и второе – это наши наклонности. So, we follow the path of evolution in life, and when we pass away, die, То есть we мы, concentrate all the experiences of this life and previous life into capacities and inclinations. то есть, прожив жизнь и после жизни обработав этот опыт, мы концентрируем его в наши способности и наклонности. When we are reborn, Когда мы рождаемся вновь, further development takes place on the evolutionary path. происходит развитие эволюционное. When we become perfect after life, Когда life, после многих жизней мы достигаем совершенства, then our consciousness is fully transformed, тогда наше сознание полностью преображено, and we see the whole universe as one. и мы видим всю Вселенную как одно. But at the present level of our development, Но на нынешнем уровне нашего развития even one family is not together. даже одна семья и та не собрана вместе. Even 4 or 5 or 6 family members Если есть They 5-6 do членов not семьи, agree with each other. они не согласны друг с другом. There may be complexities of, people don't like each other. Начинаются сложности, людям не нравится, друг другу не нравится. So that shows that we are at a lower level of evolution. А это показывает, что мы еще на низком уровне эволюции. A person who is more evolved, Человек более развитый, even though he may be different from others in a group,
Даже в группе, где все отличаются друг от друга, but he will try to keep the group together. он будет стараться держать эту группу вместе. There may be different type of people in that group, but he will try to keep it together. Несмотря на то, что в этой группе будут разные типы людей, он будет стараться удерживать их вместе. And you have also heard, Вы также слышали, when we are divided, we fall. Когда мы разделены, мы падаем. When we are united, we win. Когда мы вместе, мы побеждаем, выигрываем. Have you seen a soccer map, game, sport? Soccer game, playing football? А как в игре футбол Or any other game? или в любой другой игре? You know, there are 11 people in that game. Там 11 игроков. Everybody has got different, position to play well. Somebody plays forward, somebody is a goalkeeper. У всех свои места, там есть форвард, есть другие. But all the 11 members have one idea: win. Но все они объединены одной идеей — победить. And win by scoring a goal on the other side. И они побеждают, забивая гол. So, if we may have differences. Так что если у нас есть различия, but we have one or two common goals, но если у нас есть 2 или 3 общих цели, that will keep us together. Это будет нас держать вместе. It is very easy to quarrel, go this way, that way, but it is very difficult Очень легко поссориться и разойтись в разные стороны. to move together towards a common goal. Но очень трудно сойтись вместе для общей цели. So, and that is the meaning of brotherhood. Вот это и смысл. The very first object is universal brotherhood without any distinction. Поэтому наша первая цель — братство без всяких различий. There are distinctions, but still we are together. Различия есть, но тем не менее мы вместе. Because differences don't matter. What matters is moving together. Различия ничего не значит, имеет значение движение вместе. And I think there is much to be done even to make the first object practical. И это первое, что нужно сделать, чтобы наша первая цель была практической. We may know the first object as universal brotherhood, but we are not practicing it. Потому что мы все знаем, что первая наша цель — это братство, но мы не практикуем ее. Because if we practiced it, we will be together. Потому что если бы мы практиковали ее, мы бы были вместе. We will be helping each other. И им помогали друг другу. So, we may be members for many years or a few years. Мы можем быть членами в течение многих лет или нескольких лет. And when we become members, we say we are in sympathy with the objects of the society. И вступая в члены, мы выражаем симпатию, поддержку 3 целям общества. Our responsibility is to make this object practical. Но наша ответственность в том, чтобы эти 3 цели практиковать. Most important. And that can start from your own family. И вы можете начать даже со своей собственной семьи. First of all, there should be unity in the family. Первым делом должно быть единство в семье. The attitude of helping each other. Отношение взаимопомощи. We may criticize, but not so vehemently, so that we don't hurt the other person. Somebody might do wrong. We have to tolerate it. Tell him quietly or her quietly, this is the right way of doing. Если кто-то что-то сделал неправильно, вы им просто спокойно скажите, как правильно это делать. I'll give you one example. Я вам приведу один пример, which will indicate который покажет, that length of membership is not important.
Что, ну, так сказать, срок членства не важен. Because in my own lodge there is a person Потому что в моей собственной ложе есть человек, who became member only in May 2015. Который стал членом только в мае 2015 года. But his feeling is that Theosophy has transformed him. Но у него такое чувство, что теософия его преобразила. And in less than 2 years, mind it, he feels that Theosophy has transformed him. Да, уже через 2 года он чувствует, что теософия его преобразила. I asked him, Я спросил его, what has transformed you? что же вас преобразило? His answer was, И ответ был такой. previously I thought I know everything. Раньше я думал, что знаю все. Now I find I know nothing. Теперь я обнаружил, что не знаю ничего. And that has one big change. The second thing is, he has developed the capacity of listening. Да, это первое. А второе, он развил способность слушать. Once I invited his wife also to the lodge meeting Однажды я пригласил его жену на встречу and ложи asked her, и спросил ее. Madam, do you find any change in your husband in the last 2 years? Я ее спросил, мадам, вы замечаете изменения в вашем муже за последние 2 года? You know what she said? He now listens. Previously he was not listening. Она говорит, теперь он слушает, раньше он не слушал. Previously he will just, wish away. Wife will tell something, he will not listen, he will do his own. But she said, now he listens to me. Да, она говорит, раньше я что-нибудь говорила, но он не слушал, а продолжал твердить свое. А теперь я замечаю, что он слушает меня. Some kind of a respect has developed for his wife. That means there is a greater respect for his wife, her ideas. Он приобрел большее уважение к своей жене и ее идеям. Quite a lot of people tell me when I ask them, what is the change you find? I want to know what is the change that Theosophy has brought into you. Я спрашиваю у людей, какие изменения вот теософия именно в вас привнесла. Most of them tell, и большинство из них говорят, they don't get so angry now as before. Мы не такие злобные и сердитые, как раньше. Previously they used to, react. Что раньше очень на все реагировали. Now they do not react, they listen and answer quietly. А теперь просто слушают и спокойно отвечают, а не реагируют резко. So the point is that if we are a good learner, если мы хорошие ученики and comprehend the theosophical doctrines and principles, и понимаем теософические учения и принципы, you will also feel the same way, I am transformed. You will yourself say. Вы почувствуете, что изменились. You see, theosophy or any religion or anything, they are all some help. You see, whatever we read in scriptures or in theosophical doctrine, they are just a help. То, что мы читаем и в теософии, и в религиозных учениях, это просто помощь. But if we live by those principles that we have read, но если мы живем по тем принципам, которые, then the change takes place. которые там изложены, только тогда изменения имеют место. There is another example. Еще один пример. There is a Golden Link College in Philippines. На Филиппинах есть колледж Золотого Звена, which is run by the Theosophical Society, который создан Теософическим обществом. When I visited them in 2015, когда я их посетил в 2015 году, one of the final year girls told me,
The girl was reading in the final year of graduation. Во время чтения, во время выпускного мероприятия, Told me that мне одна девочка she has been able to wean his father, who was a gambler and a drunkard. Она смогла выиграть у своего отца, который был игрок и пьяница. His father was a drunkard, a gambler, but she has been able to transform him. Но она смогла изменить его, преобразить его. And how did she transform him? И как же она это сделала? He told his father one day, Она однажды сказала своему отцу: "My dear dad, мой дорогой папа, I'm now in the final year of graduation. я наконец достигаю выпускного возраста. Don't you want to see me fulfilling my aspirations? Don't you want to see Не хочешь ли ты увидеть, как сбываются мои стремления? and developing into a good person?" Превращение в хорошего человека. And I'll repeat it very simply. She told her father, "My dear dad, now that I'm graduating and going to have a good life, don't you want to see me growing in good life?" Что я сейчас оканчиваю школу и собираюсь жить хорошей жизнью. Разве ты не хочешь видеть вот это вот улучшающуюся мою жизнь? And if you want to do that, И если ты хочешь это, help me, помоги мне. then please leave gambling and drinking. И, пожалуйста, брось азартные игры и пьянство. Within a couple of days, his dad left everything. И через несколько дней ее отец бросил все. Because he loved his daughter so much. Потому что он так любил свою дочь. And what she said made an impact on him. И то, что она сказала, произвело на него воздействие. So, simple things can transform us. Так что простые вещи нас могут преобразить. And if we just read carelessly, Если мы просто читаем без особого внимания, we are wasting time. мы только тратим время. So, let us have our studies slowly, Так что давайте изучать медленно, with understanding and comprehension, с пониманием и постижением, so that we can share with others, чтобы мы могли делиться этим с другими, benefit ourselves and benefit the other person. и, принося пользу и себе, и другим людям. Now somebody may ask, why wisdom is necessary? Меня могут спросить, почему необходима мудрость? Because it is necessary, it is because only wise men can serve wisely. If you are wise, then only you can serve wisely. Потому что только мудрый человек может служить мудро. If we are not wise, Если мы не мудры, we may do some foolish action мы можем развить какую-то глупую деятельность and do more harm. и принести больше вреда. To give you an example, Приведу пример. there is a garden Есть сад which has plants of every kind, many kinds. с растениями многих видов. There is a cactus also there. Там есть кактус. You know that cactus does not require much water, isn't it? It is a plant of the desert. Но кактус это растение пустыни. The person, the gardener, И садовник was not wise. был не мудр. So he gave equal amount of water to every plant. Так что он поливал все растения одинаковым количеством воды. The result was the cactus plant died. И в результате кактус погиб. So,
to do the job well and perfectly, we require some intelligence, some wisdom. Так что делай свое дело разумно, с разумом и мудростью. And if our purpose in life to serve others, А наша цель в жизни служить другим, we require wisdom to serve the person. и чтобы служить человеку, для этого нам нужна мудрость. That is why Theosophy is called divine wisdom. Вот почему теософия называется божественной мудростью. We become wiser И мы становимся мудрее, by reading it, comprehending it, living it in our life, читая ее, постигая, проживая своей жизнью, help ourselves помогая себе and help the other person whom we are serving. и другим людям, которым мы служим. So that is why you need to study Вот, philosophical teachings. вот почему нужно изучать So that you become теософические wiser. учения. Для того, чтобы стать мудрее. What is wisdom? Что такое мудрость? See, wisdom is not, you cannot distribute wisdom. Knowledge you can distribute. Вы не можете раздавать, распределять мудрость. Вы можете раздавать знания. But wisdom has to be acquired by our own efforts. Но мудрость должна каждым приобретаться своими собственными усилиями. Because wisdom is something which is our own property, our own quality. Потому что мудрость это что-то такое, что есть наше достояние, наше собственное Knowledge is качество. distributed through books, through media, through so many things. But wisdom, Потому что знание распространяется при помощи книг, видео и других методов. because wisdom Но не is мудрость. transformation Потому что мудрость of our это, mindset, это преображение of our нашего, consciousness. нашего ума и нашего сознания. There is a permanent change. Это постоянное изменение. It's, it's just like swimming. Это как умение плавать. You may tell somebody, swim like this is like this. Вы можете сказать кому-то By teaching делать or так, information or knowledge, nobody will learn swimming. It has to go. но это inside только the pool. информация. Он должен пойти сам в воду. And perhaps experience once or twice drowning. И на Second опыте water. он, может быть, один или два раза он утонет. So that is the difference. Вот в And этом. once you have learned swimming, you have learned forever. Но если уж вы научились плавать, вы научились навсегда. Then you do it effortlessly. Вы это делаете уже потом без усилий. Same thing is about cycling, bicycle. Once you learn, Это, you don't bother, you just ride on it anytime. и так же, как вот с ездой на велосипеде. Тоже раз научившись, вы можете на нем ездить в любое время. So when we make something good as a part of our life, that is wisdom. Так что если вы сделаете что-то хорошее частью своей жизни, это мудрость. So now the relevance part of the Theosophical Society. No, we said purpose, the role. The most important role is, I take it like Theosophy is a body of truths or teachings. Ну, а теперь о, значит, цели теософического общества. Теософия – это, ну, как сказать, корпус учений, корпус собрания истин. Theosophical Society is a vehicle А теософическое общество – это проводник, to disseminate that knowledge, чтобы распространять teachings of Theosophy. это знание, теософическое учение. So both parts are important. Так что обе части важны. And who can transmit Theosophical doctrines? One who has learned himself. И тот может передавать теософическое учение, кто научился сам. But that means we cannot just say that you give a talk or do this, it will not make an impact. Потому что если вы будете просто читать лекции, делать то или другое, то это не произведет воздействия. There has to be comprehension, there has to be some communication skill, Должно быть какое-то постижение, должно быть приобретение каких-то and there has навыков, to be some originality. и должна быть какая-то оригинальность. Bring some story from life which proves what you are saying.
нужно находить какие-то истории из жизни, которые подтверждают то, что вы говорите. In today's world, theosophy is relevant because в современном мире теософия актуальна, потому что we tell everybody that universal brotherhood is necessary for peace. Мы говорим всем, что братство необходимо для мира. But your saying will make an impact only но то, что мы говорим, произведет эффект только тогда, if you are yourself following what brotherhood means. Если вы сами следуете тому, что значит братство. In simple terms, it means that you are tolerant. Проще говоря, это значит, что вы терпимы. You are non-violent. Вы не насильственны. You don't hurt anybody. Вы никого не ненавидите. So these are you have patience. У вас есть терпение. Many things we don't do well. Что многие вещи, которые мы делаем, because we don't have patience. То есть, когда мы какие-то вещи мы не делаем хорошо, это от того, что у нас нет терпения. Everything we know requires preparation. Потому что все, что мы знаем, оно требует подготовки. If you want to go to class 2, you have to finish class 1. Чтобы пойти в второй класс, надо окончить первый. If you want to go to class 3, you have to finish class 1 and 2. Пойти в третий, надо окончить второй. You cannot jump from one position to some imaginary position without going through the intermediary steps. Вы не можете с начальной позиции перепрыгнуть на какую-то конечную, не пройдя промежуточные шаги. And that is the part of preparation. И это часть подготовки. There are definite steps in doing anything you plan. Определенные шаги во всем, что вы делаете. And we have to make preparation before we go further. Мы всегда должны делать подготовку, прежде чем двинуться дальше. It means a lot of effort, of energy, of time, and so on. What I'm saying is that any good thing you want to achieve, you have to make preparation, you have to plan, and go step by step. В общем, в каждом хорошем деле мы должны сначала делать подготовку, а потом реализовывать его шаг за шагом. Now I'm ready to answer if you have any questions. Теперь я готов ответить на любые ваши вопросы. Спроси, пожалуйста, как занимаются их отделения, какие труда они изучают, как вообще работа группы строится. How you watch is daily is working, which Teosophical works do you study, and how the meetings are organized, how are they going? Is he asking about my personal life or the theosophical work? It's about your Teosophical work. Okay. You see, most important thing to do is to have a disciplined life. Самое важное, что нужно, это иметь дисциплину в жизни. The second important thing is that whatever we do during the day, и важно все, что вы делаете в течение дня, before going to bed, прежде чем ложиться спать, review your activity, the whole day's activity. Пересмотреть всю деятельность дня. You might have done something useless, you might have done something useful. Сделал ли я что-то бесполезное или полезное? You might notice that you said some harsh words. Не сказал ли я каких-то грубых слов? So if you do it regularly every day, если делать это регулярно каждый день, you are on the path of self-improvement. Вы на пути самоусовершенствования, улучшения. But the question was about the Teosophical Lodge, about work. Pardon? Is a work of your Teosophical Lodge.
Not personal. No, that's all right. You see, I get up at 4 o'clock every day. Я встаю в 4 часа каждый день. Of course, in modern world, I have to first attend to my emails, whatever correspondence is. But I don't spend much time, 15-20 minutes. Потому что надо еще посмотреть переписку, имейлы, но я не трачу на это больше 20 минут. Many people retired like me, I'm 85, they will spend hours on reading newspaper. Потому что многие люди моего возраста тратят часы на чтение газет. I spend not more than 10 minutes. Я трачу не больше 10 минут. I only see what is useful to me. Я смотрю только то, что полезно для меня. Or what is interesting to me. То, что мне интересно. Generally cut it out and put it on a scrapbook, which I can see later. Ну, а остальное я... You know, scrapbook means you have a book in which you keep on adding cuttings from various places, a newspaper or some other thing. И это есть книга для вырезок, в которую я откладываю то, что интересно. From every day's newspaper is not more than 2 or 3. Из каждой газеты там не больше одного или And that becomes a reference to me to refer later on. И это для меня как бы ссылка, чтобы с этим свериться позднее, если нужно справиться позднее. About the theosophical work, О теософской работе, when I read a book, когда я читаю книгу, I ask myself, what have I learned? я спрашиваю себя, чему я научился, что я узнал. I may do it even after reading a chapter. You see, I do it after I finish the book, but I also do it when I finish one chapter. Я это делаю не только в конце книги, но и каждый раз, когда оканчиваю какую-нибудь главу. Close the book, ponder, what did I learn today from the book? Да, закрою книгу и думаю, чему я научился вот за это. If we get into that habit, Если в такую привычку приобрести, you will get comprehension, you will understand what you have read. то есть тогда вы приобретете, будете приобретать понимание. Most of us Большинство из нас are like an aeroplane. I'm giving an example of an aeroplane. Most of us are like an aeroplane, многие из нас подобны which is самолету, on the runway, runs a bit, but does not gather enough momentum to become airborne. что они при своем разбеге они не имеют достаточно, что ли, разбега, чтобы взлететь. So we come back and restart. И приходится возвращаться назад и начинать опять. To become airborne, we have to have a critical velocity. А чтобы Then only it becomes airborne. чтобы произошел взлет, нужно достичь определенной критической скорости. So, if we did our work right and honestly, and the way I am saying understandingly, we will become airborne. In Theosophical Society, learning. То есть, если мы провели свою работу, исследование, честно, искренне, тогда мы можем вот скорость для взлета иметь. I was doing the same thing in the beginning, but then I realized I am wasting my time. Я вначале так же делал и тратил свое время. So I started pondering over what I had read. Так что я начал размышлять о тем, что я прочитал. And after finishing the book, review in my own thought, what did I learn? И прочтя книгу, пересматривал в мыслях, чему же я научился. And if you get the practice, you will find from the whole book, you will have 1 or 2 principles, which are important. И, может быть, из всей книги так вы выявите всего 1 или 2 принципа, которые важны. For example, when I read Key to Theosophy, or I read Key to Theosophy, Когда я читал «Ключ к теософии»,
I started by reading its introduction, Я начал с чтения введения, where H.P. Blavatsky has given a warning где дано предупреждение, that Theosophy is not meant for the lazy or the obtuse. где написано, что теософия не для ленивых. She is warning us that if you are not hardworking, then please don't read Theosophy, don't go into Theosophy. Что если вы не готовы к тяжелой работе, то не читайте дальше, не углубляйтесь в теософию. Because Theosophical studies means very hard work, Потому что изучение теософии значит очень тяжелую работу. and not only reading, understanding it, and then living it in life. Не только чтение и понимание, но и жизнь поэтому. If we cannot do it, we will be finding that we are wasting time in Theosophy. Если вы этого не делаете, вы обнаружите, что вы с теософией только тратите время. But at the same time, we should not be disheartened. Но в то же время нас это не должно расхолаживать, The progress may be slow, потому что прогресс может быть медленным. doesn't matter. But it must be steady. Но пусть он будет медленным, но главное, чтобы он был неуклонным. Like the story of a tortoise and a hare. Как в истории про зайца и черепаху. Hare thought that, well, I run fast, I can sleep, and I will defeat the tortoise. То есть заяц думал, что он прыгает быстро и победит черепаху. But the tortoise knew I am slow. I am competing with a hare which runs fast, so I must continuously make effort. Но черепаха двигалась медленно, но неуклонно. That is the secret. Take one step at a time, don't worry. You may have to repeat that step number of times. But unless you have perfected that one step, keep on doing. Вы можете один и тот же шаг повторять много раз, пока не достигнете It is not a waste of совершенства. time. Не беспокойтесь, вы не тратите на это время. Repeating Вы повторяете, something several times повторяйте что-то is несколько раз. not the waste of time, provided we want to go forward. Это не трата времени, потому что это вам позволит идти вперед. So this is in brief, I am saying, when you read, please have a pause, think about what did I learn. Note it down. Да, и читая, всегда делайте паузы, чтобы понять, что же я узнал, и делайте записи. And then the next important thing, share it with others. И следующее по важности, делитесь этим с другими. Having learned, share. Так сказать, научившись, делитесь. Because sharing will clarify your ideas more. Потому что, когда вы делитесь, это еще более прояснит для вас. The other person may ask some question, Другой человек может задать вам вопросы. which you will think again to answer properly. И вы будете еще раз думать, чтобы ответить правильно. So, if you are a member of Theosophical Society, Так что если вы член and Теософического our Общества, purpose is to advance а наша цель продвигать by empowering our consciousness, и усиливать наше сознание, we must review, мы должны пересматривать ask this question, what did I learn? и задавать постоянно этот вопрос, что же я узнал. The second thing is, Второе здесь, there are many ways of doing a thing. что есть очень много способов что-то сделать. But each time, whatever you are doing, Но каждый раз, Think. что бы вы ни делали, думайте, can I do this work in a better way? могу ли я сделать эту работу по-другому, лучше. Keep on asking this question. All innovations in the world have been produced by this question. Is there a better way of doing this thing? Все инновации в мире были сделаны благодаря этому вопросу, а могу ли я это сделать лучше? Even in our theosophical studies, you may think, what is the better way of learning or И reading? даже or в нашем studying? изучении теософии мы можем тоже задать вопрос, а каков лучший способ изучения, чтения? You may write down on a wall, first thing, what did I learn?
You may be talking with a friend. И первый все-таки вопрос, что чему я After the научился. conversation is finished, ask, what did I learn from my friend? Даже когда вы разговариваете с другом, Or, в окончании what did I give to my friend? разговора задайте вопрос, чему я научился у моего друга или что я ему дал. It is just a question of starting. Once you start it and go on pursuing this path, you will see how quickly you progress. И вот так анализируете, делая такой вопрос, вы увидите, как вы быстро продвигаетесь. So go on improving your knowledge by this method. Go on improving the method of studying by asking, is there a better way of my learning? И изучая, смотрите, есть ли способ улучшить ваше изучение, опять же задавая этот вопрос, можно ли изучать лучше. I remember as a student of class 2 or 3, as a child, I used to write on a notebook which had 4 lines. Когда я учился во втором And I used to practice there. третьем классе, я писал в тетради, там было 4 линии или 4 строки, я практиковался. By constant practice, today I don't need it. I just write. То есть там были линейки, и когда я практиковался, я могу писать уже без линейки. So, since it's a very good question that was asked, what do I do for theosophical work? First of all, for me, the most important thing is my own studies. And as I said, when I study something, first of all, I have developed the capacity to read very fast. I read almost diagonally. But then I ask, what did I learn? Но сначала, когда я начинал свое изучение, я читал очень быстро, почти по диагонали. Но потом я задал вопрос, а чему я научился? If I have a doubt, I read again. And then ask this question. There's no harm. Everybody cannot be equally fast. Some will be slow, some will be fast, some will not learn at all. Не обязательно всем быть с одной скоростью, то есть это не должно волновать. Кто-то может двигаться быстрее, кто-то медленнее. But the method is common. Но общий метод одинаков. Keep on asking this question, what did I learn? Продолжайте задавать себе этот вопрос, чему я научился. Even if you go to the picture, и если вы идете в кино, ask this question, what did I learn? Тоже задавайте. What was new in it? Что нового узнал из этого? So that was the answer. Это вопрос. And I repeat and clarify the questions because the question was rather about the theosophical group. Not Okay, correct. Я сказал, что все-таки вопрос был о работе группы. Anyway, you are asking about the management or group activities. You see, let me read before you what H.P. Blavatsky said. Я вам прочитаю, что сказала Блаватская. What is said here was her last message to the American Convention in 1891. She passed away in 1891, just before that. То есть незадолго до того, как она ушла из жизни, это было ее последнее послание к американскому съезду. This message became necessary because she found that members in a group and several groups together are not working together. Она сделала это заявление, потому что она обнаружила, что члены нескольких групп не работают вместе. There is division. Есть разделение, размежевание. In a group and also between several groups. Там было разделение как внутри самой группы, так и между несколькими группами. So much so that they did not want to talk to each other. И вплоть до того, что они не хотели разговаривать друг с другом. But we also know from our experience Но мы знаем также из опыта,
if we talk to each other, И что если мы говорим друг с другом, whatever the differences, какие бы ни были разногласия, we can come to a joint conclusion. мы можем к какому-то общему заключению прийти совместно. This is the modern day diplomacy in politics also. Это такая дипломатия работает и в политике. But it more applies within ourselves. Но она должна быть применима и к нам. You see, if you have read the book At the Feet of the Master, Если вы читали книгу «У ног учителя», it has a very beautiful sentence. там есть очень красивое It высказывание. says, when you meet somebody, Когда вы встречаете кого-нибудь, think подумайте, that inwardly that person has the same spiritual core as I have. что внутри у этого человека такая же духовная сущность, как и у меня. So once that understanding comes, that inwardly I and that person is not different. То есть внутренне я и тот человек не отлично. The whole thing will change. И все The pattern of conversation will change. И весь ход разговора изменится. Then we will starting to talk at a level ground. Level what? Level means we know that I am the same, so I have no difference with the other person inwardly, so I accept what the other person says. То есть и тогда внутренне я приму какого-то человека. Because once this feeling comes, that spiritually, inwardly we are same, И появится чувство, что внутренне, духовно мы одно и то же, our behavior will change. и наше поведение изменится. Instead of thinking as a prejudiced person, И думая так, предубежденный человек, you may think that I don't like him. But once you know that he and you are the same spiritual core inwardly, you don't have that feeling, or that feeling is reduced. Но когда у вас возникнет, вы осознаете, что у вас и у того человека духовное ядро единое, то вот это отношение предубежденности к нему у вас исчезнет. Instead of emphasizing the difference, Подчеркивая различия in relationship, в отношениях, we should think of what is similar. но вместо того, вместо подчеркивания различий, мы должны думать о том, что подобно. And then we start thinking that, yes, these are the similarities between us, in spite of differences, Начав думать, что у нас, несмотря на различия, есть подобие, we'll begin to cooperate. мы начнем сотрудничать. Is that all right? So, Так что, treat everybody as your friend. так что относитесь к каждому как к своему другу. And I'll read it, I forgot to read it. She says, Так что I have noticed that there are divisions between the Theosophists of a group or different groups. вот что она говорит ввиду разногласий между теософами и группами. And she says, never has been more necessary for the member of the TS Никогда не было более необходимо для членов Теософического общества, to understand the old parable чем понимание старой притчи или пословицы, that divided we fall, united we win. что будучи разделенными мы падаем, будучи объединенными мы выигрываем. You see, there are astronauts who have gone in the sky. Когда You know, all of you know. когда космонавт поднимается в небо, What did they see? что он видит? The Apollo mission, which landed the man on the moon on 20th of July 1969, Миссия Аполлона, которая доставила человека на Луну в 1969 году, the commander of Apollo mission 8,
There were 17 missions, but Apollo 8. Было 17 миссий, это была 8-я. He says, the earth is just like a $250 coin in size. Он увидел the Earth. Small, you can say small. Да, он увидел Землю очень маленькой, как монетка в $0.25. And he was astonished how 8 billion people are sitting on this planet. И он был поражен, как 8 миллиардов людей могут на этой планете He находиться. did not see any national boundaries. Он не видел национальных границ. He saw just one unit Он видел, of the planet, единую, a small one, and imagining единую how маленькую 8 планету. billion people can live on that planet. И стал думать, как 8 миллиардов людей могут жить на этой планете. We are fighting for position, Мы боремся за importance. важность, должности, положение. That feeling goes away when we see the planet from the top, a small thing with 8 billion people. Но это чувство уходит, когда мы посмотрим на планету с такой высоты, что она кажется маленькой, как монета. Man is insignificant because his view now is a small thing with 8 billion people. They're all together. То есть отдельные люди там были неразличимы, он увидел их все вместе. So these kinds of stories, if you read, you will find that quarreling or divisions are useless. И также, когда вы будете читать, вы поймете, что ссоры и размежевания бесполезны. These national boundaries are artificial. Все национальные границы искусственны. They are not God-given. Они не даны Богом. I am a Hindu, you are a Christian, that is also artificial. I am a Hindu because I was born in a Hindu family. You are Christian because you are born in a Christian family. Просто, допустим, я индус, потому что родился в индусской семье, а вы христианин, потому что родились в христианской And if you see the previous lives Но если вы увидите of J. прошлую жизнь, Krishnamurti or somebody else, как было у Кришнамурти и у некоторых других, he was sometimes a male, sometimes a female, он иногда был sometimes he мужчиной, is this, sometimes he is женщиной, that. иногда тем, иногда другим. It's changing. Он меняется. But every time Но каждый раз, he was the leader in his own village. каждый раз он был лидером в своей That деревне. means the man of courage. Потому что он был смелым человеком. So, if you find that there is a division, the responsibility is of the senior person. То We есть, cannot put blame for this division on the junior people. То есть, если есть какие-то размежевания, то ответственность на старшем. В этом не надо винить более молодых людей. The senior person, when he realizes that there is a division in my group, then for him to sit down, call for a meeting, discuss together and try to take a forward move. Когда, значит, видно размежевание, то старший должен остановить это, спокойно со всеми обсудить и продолжить движение вперед. Remembering that only by being together we can move forward. И помните, что только будучи вместе, мы можем двигаться вперед. But it requires a lot of effort, Это требует много усилий, great amount of patience, терпения, tolerance also. терпимости также. So all these things have to be there. But understanding that, well, I am in command, I am the senior person. Но понимание того, что я Not try старший, to bulldoze, это не в том, что but listening to everybody. And подобно then- бульдозеру переть, а нужно как раз выслушать всех. Is that question answered now? And it's good general answer, but the question was more particular about your study and style of work in your group. You see,
I don't boast that I have studied much, but all I can say, what I have studied well. Я не скажу, что я изучал много, но все, что я изучал And try to хорошо. make it a part of my life. И старался делать ее частью своей жизни. Вопрос, да? Next question. Вопрос такого порядка. Значит, я пытался несколько раз. В беседе прозвучало качество мудрости, да, разные качества мудрости, а вот хотел бы еще услышать определение мудрости, как вы ее понимаете. You said many times about such quality as wisdom, but please give the definition of wisdom. How do you understand it? What wisdom is? Wisdom cannot be defined. Мудрость не может быть определена. You know, but it can be experienced. Now I give you an example. Она может быть пережита. Я приведу пример. You see, wisdom is not something that you put in a small, paper and eat it. No. You see, wisdom comes in a different way, because wisdom also means truth. Now, truth, as far as Krishnamurti is concerned, he said, truth lies in a pathless land. Значит, мудрость, она связана с истиной, а истина, как Кришнамурти сказал, находится в стране без путей. Без Wisdom can be learned in different ways. Мудрости можно научиться разными способами. One is direct perception. И один из них прямое восприятие. You see, when I was a student of class 3, если я ученик третьего класса, and my teacher will tell the earth is round. И учитель говорит, что Земля круглая. He had not seen that earth is round. He used to give explanation. И он, то есть мы не видим, что она круглая, и он опускается в объяснение. But an astronaut Но has космонавт actually seen на самом that деле earth видел, is что она круглая. round. That is the wisdom. Вот это мудрость. And that wisdom is direct perception. Вот такая мудрость, He это has seen не it что иное, himself как прямое восприятие. directly. Он видел это He сам does not need any непосредственно. explanation. И ему не No нужны никакие clarification. объяснения. But the highest wisdom comes from your intuition. Но высшая мудрость приходит от вашей интуиции. Have you heard the name of the occult chemistry in Theosophical Society? There is a book. Да, вы слышали о книге «Оккультная химия», выпущенной There is a book Теософическим обществом? by name Occult Chemistry, written by Anne Besant and Leadbeater in 1910. Эта книга написана Анни Бесант и Чарльзом Ледбитером в 1910 году. You know, in that book, they have found small particles of atoms, subatoms, further smaller atoms, smaller and smaller particles of normal atom. They have described there. Там они описали атомы и субатомные частицы, из которых атомы состоят. They have given there their weights, electrical charges and valencies. Они дали их веса, электрические заряды и валентности. And in the introduction they said, И в введении там было сказано, what we have written in this book is by our intuitional information. что то, что написано в этой книге, это наша интуитивная информация. We have no technology or equipment to test it, what we have said. У нас нет технологий и оборудования, чтобы проверить то, что мы сказали. And we hope И мы надеемся, in the future что в будущем scientists will have both the technology and equipment to test ученые получат оборудование и технологии, чтобы проверить and say и убедиться, whether we are right or wrong. правы мы были или не But правы. what we have said is from our intuition. Но то, что мы говорим, это от нашей интуиции. Today, Сегодня all scientists have said what is said there, recorded there, is absolutely true.
Теперь ученые говорят, что записанное там совершенно верно. So this is, one was direct perception, this is intuition. То есть одно это прямое восприятие, другое интуиция. Third method is breakthrough. А третий метод это прорыв. There is a method which is called breakthrough. And that method is the method in which Archimedes discovered the principle. And later on called the principle of Archimedes. What he got? The royal king gave him a crown which was supposed to be gold. He did not know about his purity. He told Archimedes, please tell me whether it is pure or not. Значит, пример, что королю дали корону, которая была вроде как золотой, но было неизвестно. И он попросил людей выяснить, она золотая или нет. He kept on thinking for days together. И, в общем, он думал, они думали вместе 4 дня, About this problem. Как решить задачу. But one day when he was having a bath in a tub, he was having his bath in a tub. Они взяли какой-то сосуд. And he found that his body became lighter by the displacement of water. Когда он принимал ванну, он обнаружил, что его тело стало легче за счет And that was the воды. breakthrough for Archimedes. И это было прорывом вот этим самым. He learned a new principle, and he found that by applying that principle he can prove whether the crown is pure gold or not. Он открыл, вот благодаря открытому этому принципу, он смог подтвердить, что эта корона действительно золотая. So I have told you these 3 methods, and 4th method I have described to you earlier, in which that college girl is telling his father. А 4-й метод я вам описывал ранее с девочкой, которая вот своему отцу сказала. Dad, I'm now graduating. Что я Would you not like to see me as a flourishing and a beautiful girl? Не хочешь ли ты увидеть, как For which you have to leave your gambling и чтобы and drinking. ты увидел мою замечательную будущую жизнь, ты должен бросить. That method will be called the method of self-realization. И этот You hear something этот which, метод which можно назвать методом самосознания. modifies your mental state and you become a better person. So these are the examples of wisdom. You cannot get wisdom just by grabbing this or grabbing that. Это все примеры мудрости. Either it has to be direct experience, perception, or it has to be intuition, но вы ее можете or it has to be получить breakthrough, прямым or it has to be self-realization. получением или интуицией, или прорывом, или самосознанием. Is the question answered now? Получил ответ на вопрос? Да. Следующий. So, wisdom is not something which you can grab or distribute. Так что мудрость это не то, что вы можете как бы и взять, и раздавать. But intuition can be developed. Но интуицию можно развить. It requires a lot of practice. You have to have everything pure body, pure mind, это pure требует практики, consciousness, нужно очистить и тело, и сознание, absolute и ум, peacefulness. и полную мир безмятежности. You see, when our mind is absolutely peaceful, Ваш it is ум like the surface of a должен lake быть мирным, where there are no спокойным, ripples, как спокойность, no waves, поверхность озера, где нет ряби. and you can see everything clearly. So if your mind becomes absolutely peaceful, И тогда вы в нем можете, то есть, чтобы все увидеть it's not ясно, easy. это нелегко You достичь. will start seeing everything clearly in your own consciousness. Да, но тогда вы, когда ум будет спокойный, вы начнете также чисто видеть все в своем собственном сознании. That is the development of intuition. И вот, это делается через развитие интуиции. We have the next question. Давайте вопрос ваш. Спасибо вам большое за все, что вы рассказали. Это очень ценный для нас опыт. Я бы хотела, если позволите, узнать об истории отношений Теософического общества с теми новыми религиями, которые возникали, и в частности с
тем, что происходило с рерихами, с профитами в Америке, может быть, чуть-чуть вот из истории отношений с сообществом, которое вокруг Алисы Бейли возникло. Вот такие чисто как бы фактические, исторические моменты взаимоотношений, потому что ведь у теософического общества есть эта задача сравнения религий, да, и соединения братства вне зависимости от религиозной и всякой. Ага, давайте просто короче, а то я не запомню. Я вот это скажу. Вы поняли? Да. First, thank you for your said. It was precious to us, and these questions about the relation of the Theosophical Society and new teachings which arose after its foundation, like teachings of Nicholas Roerich and by prophets and by Alice Bailey. We would like to know some historical perspective about relation of the Theosophical Society with these movements and these ideas. I'm not very clear about the question. Мне не очень ясен этот вопрос. Put it in one sentence. What do you want to know? Давайте в одном предложении, что вы хотели узнать. Ну вот, изучает ли теософическое общество новые религии? Does Theosophical Society study the new religions? Does Theosophical Society study the new religions? Например, тексты, которые даны через... You see, new texts, new books. If you read the book Key to Theosophy, если вы the прочитаете inquirer has asked книгу P. Blavatsky, «Ключ к теософии», там вопрошающий задает вопрос Блаватской. Is Theosophy a religion? Теософия является ли религией? She says, Она говорит, yes, да, it is religion, это религия, but not a religion. но не, это религия вообще, а не какая-то конкретная религия. Да? It is not a religion. That is why the second object Потому of the society вторая цель общества to encourage the comparative study способствовать сравнительному of religion, изучению philosophy and science. религии, философии и науки. And comparative study would mean А сравнительное изучение будет that значить, when you are studying religion, что вы, когда изучаете you религию, study all religions вы изучаете все религии. comparatively. What is similar, what is dissimilar. Что в них подобно, что не подобно. That is comparative study. Это сравнительное изучение. When you, let us say you are comparing to clothes which we normally wear. What is the comparison? How is the color? How is the color? What is the texture? What is the texture? So you know similarities and dissimilarities. Это подобно сравнению тканей. Какова их текстура, каков их цвет. So, Theosophical Society is a religious society, but it does not contribute to a religion. It takes all religions together and thinks that they are all a part of their study. То есть теософическое общество религиозно, но оно изучает все религии и старается изучить их вместе, а не вносить вклад в какую-то отдельную религию. If I am a Hindu, I am free to follow my religion, but I have to be liberal to people of other religions to give the same freedom. Если я индуист, то я волен следовать своей религии, но я должен быть либерален по отношению к другим людям, позволяя им тоже следовать. My religion is superior. Но я не должен считать, что моя религия превосходит другие. All religions have their merit. Конечно. Что касается супервизии, которую так или иначе через религии, тексты священные дает иерархия, на каждом историческом этапе, по сути, скажем, живой этики,
через Елену Ивановну Рерих владыка Мория говорил, что каждому народу каждые 100 лет дается шанс. И тогда это значит, понятно, что все религии содержат одни и те же вечные истины, данные разными словами. Но что тогда вот с этим потоком времени, да, и что с этой задачей быть на связи вот здесь и теперь, как в зависимости от того, как меняется общество, а сейчас оно катастрофически деградировало? And it was said that every 100 years the humanity is being given a chance, a new chance. And the question was about how to be in touch with a new knowledge which hierarchy gives us every 100 years. You see, I gave you a very simple formula. Я дам вам очень простую формулу. You see, after how do we gain knowledge? We gain knowledge by observation, by hearing, Мы как получаем знания? Через слух, через наблюдение, через осязание. Your intake of wisdom or knowledge or whatever will be better, the better your instruments are. И ваше усвоение мудрости, оно тем будет лучше, чем лучше ваши инструменты. If you are reading something and you are not concentrating on it, если вы что-то читаете и не концентрируетесь, you will not get the full advantage. То на этом то вы не получите полную пользу вот из того, что вы. First of all, так что прежде всего, as I said, what did I learn? That will tell you whether you learned well or not learned well. Так что, опять же, в первую очередь задавайтесь вопросом, чему я научился, что узнал. If you read something, and your mind is somewhere else, which normally happens, то бывает, что вы читаете, а ваш ум блуждает где-то в другом месте. You will understand nothing. И вы ничего не понимаете. Я поняла вашу мысль, а вот вопрос не только о самосовершенствовании, но и о делании чего-либо вместе. Потому что, когда все достаточно катастрофично, то нужно что-то делать со всем, что мы имеем. В частности, скажем, в нашем обществе, да, деморализация, и когда при этом школа не принимает как необходимость ввести, скажем, нравственный кодекс, который был у нас в советские времена, как кодекс строителей коммунизма. Там были правильные слова, и, в общем, это создавало некие нравственные основы, которые объединяют все религии. Вот, что касается делания, да, в зависимости от... Да, это очень сложно. Я сейчас попробую. The question is what we have to do now together, because in previous time when we have communist system, the state tried to push to advance the morality in the schools, and now we observe the fall of morality. And can we together do something to I'll only tell you what Buddha said. Я только одно вам скажу, что Будда сказал. Be a lamp unto yourself. Before you ask a question, or anybody asks a question, it is his or her duty to first find out whether you can get the answer by yourself. If you think about it long enough, days after days, you will yourself find an answer. At least a clue. Будда советовал найти собственный вопрос, собственный ответ, что если вы над каким-то вопросом размышляете много и много, то вы найдете собственный ответ на этот вопрос. It is very easy to ask questions. Очень легко задавать вопросы. But please think first. Но, пожалуйста, whether you made any effort сначала подумайте. To reach an answer, howsoever vague it may be. Сначала подумайте, а каков ответ. Then only you can ask a question. И только тогда вы сможете задать вопрос. I'm saying a very simple thing. Я говорю очень You have a question, right? Вопрос. But how much thought you have given to the question that you have,
and tried to solve or find an answer То есть как yourself. много вы мышления уделили вопросу, который у вас есть, и постарались сами ответить на него. Давайте сделаем небольшой перерыв, потому что наши гости очень сильно устали. Я не знаю, пили они чай или нет. We will absorb whatever has been said and wind up as quickly as possible. Is that all right? Сейчас есть время для ваших замечаний, наблюдений обо мной сказанном. У нас I see there is one more question, and during the I'll answer that question. and during the time during the tea break, I got also two questions. One question was about the Theosophical Order of Service, and how to install it in Russia, to start it in Russia. See, this is a very good question. Это очень хороший вопрос. Вопрос был о Теософском ордене служения и как учредить такой же в России. I came to Ukraine in 2013. Я был на Украине в 2013 году. And at that time, И тогда I introduced three things in Ukraine. я на Украине ввел три вещи. Number one, Первое. a group of Theosophical Order of Service in Kyiv. Группу Теософского ордена служения в Киеве. Number two, Theosophy Science Group in Dnipro, Petrovsk. Группа Теософия наука в Днепропетровске. And number three, we decided to grow the legacy of HPB through the museum, which was already existing, to grow it as fast as possible. И это третье, это группа, наследие Елены Петровны Блаватской, связанные с музеем Блаватской. But after giving instructions for the Theosophical Order of Service group, I gave them the constitution in India that we follow for Theosophical Order of Service. Да, и я им передал тот устав Теософского ордена служения, который у нас в Индии действует. Not as a constitution to be followed completely, but have guidelines from there. Не как то, что надо чему требовать полностью, но как общие направляющие. And today they have 5 groups. И in every lodge there is a Theosophical Order of Service group. И теперь они имеют 5 уже групп, то есть в каждой ложе есть группа Теософского ордена служения. So that is grown. Number 2, there is no Theosophy Science group at all anywhere in Europe, which we started in Dnipro. И второе, во всей Европе не было группы Теософия наука, пока мы не начали ее в Днепропетровске. But the responsibility of growing that group was taken up by Julia Shabonava, who is a professor in a university in Dnipro. Ну, а ответственность за эту группу взяла Юлия Шабанова, которая является профессором доктором в университета в Днепре. Last year she organized a conference of Theosophy Science. В прошлом году мы организовали конференцию «Теософия и наука», in which I was also invited. Куда я тоже был приглашен. And I read my paper И я прочитал свой доклад as well. Тоже. So, forming a group is easy, but to sustain that group and make it towards development requires some effort. Создать группу легко, но поддерживать ее и чтобы она росла, это требует определенных усилий. I also found in my various tours that Dr. I.K. Tamini, я во время своих поездок обнаружил, что доктор Таймни, who was my professor of chemistry in 1949-51, который был моим преподавателем химии in which years? 49 to 51. С 49 по 51 год.
as an undergraduate in Allahabad University. Он был в Аллахабадском университете. So when I came into Theosophy and found he has written beautiful books. И я когда уже стал теософом и обнаружил, что он написал замечательные книги. But it is not known in the Theosophical Society very much. Но он не очень был хорошо известен в Теософическом So обществе. I gave a set of 7 books to Svetlana, who is the secretary in Ukraine. И я Светлане отдал 7 книг, которая является секретарем. And another set of 7 books to Julia Shabunova, who is in charge of Theosophy Science. И также передал Юлии Шабановой, которая заведует группой Теософия наука. У нас на русский пусть наука йоги переведена, она выпущена. And I told them that these books, please try to translate in your language so that they become useful. Да, и я попросил, что, пожалуйста, постарайтесь перевести их на свой язык, чтобы от них была польза. I even indicated to them, please translate first the book whose title is Self-Culture. И первый нужно перевести книгу the title once again. Self-Culture. Ну, самокультура, саморазвитие. А какая у нас есть книга? Наука йоги. We have already one is called Science of Yoga. That is by Taimini. Yes. Yes, that's right. But Self-Culture is a different book. Ну, это речь о другой книге. Which is more useful to every member. Которая полезна для каждого члена. Because it deals with first principles of life. Потому что она касается первопринципов жизни. When I presented a copy of this to a professor in IIT Madras, I presented a copy of this book. Да, я в Мадрасе профессору тоже подарил экземпляр этой книги. He introduced that book as a textbook for all the students who were trying to learn religion, philosophy and science. И он эту книгу предложил как учебник всем тем, кто собирается изучать религию, философию и науку. That shows the importance and utility of this one book. И, ну, это показывает важность и полезность этой книги, этой одной книги. So, please start Theosophical Order of Service, one group at least. Так что сначала как минимум одну группу Теософского ордена служения начните. And those members should start working, rendering service in a local hospital at least. И ее члены пусть будут помогать, например, в местной больнице. Because the Theosophical Order of Service, the responsibility is to do service, perform some service. And I think the easiest way to do it is to adopt a hospital or a school where you teach them and do some service. То есть самый простой способ – это помогать в больницах, а также создавать школы, где вы будете и учить людей, и оказывать им служение. And the best way you decide, you will go every 15 days to the hospital or whatever you decide according to your capacity. But please, having established a group, do the work. То есть, основав группу, начните работу хотя бы раз в 2 недели, чтобы вы работали в больнице. Well, I'm surprised that Ukraine has developed these groups so fast. Within 3 years, he's got 5 groups. Я был удивлен, что Украина смогла так быстро развить эти группы за 2-3 года. And I think another way could be, one of you should go to Ukraine, see what they are doing. И, может быть, стоит поехать на Украину и посмотреть, что они там делают. You should ask Svetlana, tell her when you want to come, or you must be getting together at some point of time. You have got some conferences, etc. together, I suppose, isn't it? You have some conferences together?
Summer schools and things like that? Yes, before the political relations with our country wasn't, we every year visited Ukraine. Now we visited rarely, but Svetlana comes sometimes to us. And you can, it's very easy, you can exchange ideas on letter or email, something like that can be done. But they know. The only thing that I did was to give them the copy of the Constitution. I can give you also. Да, но единственное, да, что я для них, что я им сделал, украинцам, я им дал экземпляр вот устава. Я вам его тоже могу передать. So that there was something to start with. Устав о военнослужении. So it was something to start with. They knew how to proceed, what to do, how to make members, all those things that in that book, small booklet. Да, в этом небольшом буклете там все есть, как начать. Now, TOS, what was the other question? TOS was one. Я хотела спросить, значит, изменилась политика Международного Теософского Общества в связи с приходом Тимофея? Did the policy, general policy of Theosophical Society somewhat change with coming of the new president, Tim Boyd? The basic policies never change. Основная политика никогда не меняется. Only the methods change. Но только методы меняются. For example, my method of work will be, I will not call anybody as international vice president to my office. I will rather go to their office to discuss and settle. Например, как я как вице-президент никого не приглашал в свой офис, а всегда ходил в их офис. Did I understand correctly that you as vice president never called anyone to your office but visited them in their offices? It's your style of work. Some people have this style, they put a red light outside their room, don't come. I always had no light. Anybody was quite free to come anytime without taking permission. Once, when I was acting as president after Radha Barnia's death, the international secretary, Mr. Satpathy, who later became the vice president, took my permission. I said no permission. Ну, я, например, никогда не вешал красную лампочку. Бывает, что у них, оказывается, есть красная лампочка, они ее зажигают, значит, не заходите. Я на своем офисе никогда не зажигал красную лампочку. Да. I never put any restriction on anybody. Никаких вот ограничений не ставил. Меня интересует ограничение по изучению какой-то литературы. Только это было раньше, мы же приезжали у нас. The more particular question is about the study this or other type of literature, because we know that there was a restriction before about some books. I read all kinds of books. Я читаю все виды книг. I'm a MSc in environmental engineering. I read those books. I'm a student of science. Потому что я занимался экологией, наукой, и я, after becoming a member of Teosophical Society, I am reading books on philosophy, religion and science. So there's no restriction. То есть никаких нет ограничений. Читаем даже в художественную литературу, фантастику. Да. Don't ever think that this you can read and this you cannot read. Задай конкретный вопрос. Давай задай свой вопрос. Кость, вопрос так сейчас быстро скажу, а ты потом кратенько переведешь. Сейчас в последнее время тема, достаточно модная тема о роли теософского общества, так сказать, в социуме, да, о задачах, целях и роли и так далее, так далее, так далее. Ну, разные интерпретации. Вот. Соответственно,
мой вопрос такой, как понимают лидеры Теософского общества, где вообще это общество находится, в каком оно статусе. Чтобы говорить о роли общества, надо понимать, где оно находится. Понимаешь? Где, в каком статусе оно находится, как его видят в социуме, да? То есть какая обратная связь, как они видят обратную связь, как они понимают, где находится общество, чтобы о нем говорить, да, как бы, об этом рассуждать. The question about the feedback. To understand the role of Theosophical Society, we should know how it is seen in the general society. Does leadership of the Theosophical Society have any conception about how the Theosophical Society is seen in the world? What it is to the world? That is a very difficult question. But I would say one thing, that вопрос. whosoever comes as president, he has been elected by majority, by all of us. Кто бы ни пришел президентом, он выбирается большинством. So we cannot complain against an individual. Так что мы не можем жаловаться на... Because most of us are elected persons, whether in a lodge or a federation or a... Мы все выбираем на уровне ложи, федерации и так далее. Rather, we should help the person whom we have installed in a position to perform his duties as best as he or she can. Мы, конечно, должны помогать человеку, стоящему на любом посту, исполнять свои обязанности так хорошо, как он может. We should not be a watchdog over an elected person. Но You see, today I tell you, I conducted a research in my Delhi Federation when I was its president. Я проводил исследования в нашей Делийской федерации, где я президент. We had more than 35 young people. Там было 35 молодых людей. I told them, please occupy the stage. Они были на сцене. So that their president, secretary and treasurer, these three people occupied the stage. И трое было на сцене, президент, вице-президент. And we gave them the freedom to discuss among themselves. And then tell us what is their conclusion. We told, there were 30 youth in our federation. We told, please, your leaders should come on the stage, discuss what they feel about the society, about their role, and tell us what is their conclusion. Мы попросили на сцену подняться представителей федерации и всех руководителей, и чтобы вы все-таки между собой выяснили, какова же роль нашего общества, и тогда вы нам скажете ваше заключение. What was the conclusion? Number one conclusion was, первое заключение было, seniors don't practice what they preach. Who don't practice? Seniors. Старшие. They are complaining against the seniors. Seniors don't practice what they preach. То, что они проповедуют. Number two. Номер два. They don't give us the responsibility. Они не передают нам ответственность. Это более молодые все-таки люди, я правильно сказал. They think we are not yet ready. They say they don't give us the responsibility. Они не говорят, они не дают нам ответственность, потому что говорят, что мы еще не готовы. And reason given is you are not yet ready to shoulder the responsibility. I translated it before I understood. And the question was not in internal affairs, but about Theosophical Society and bigger world. I'm saying this is a part of that question. Это часть вопроса. After all, we have a problem of very few youth coming in. И проблема в том, что очень немного молодых приходит. And our research in Delhi finds that, first of all, seniors don't practice what they preach. Number one. Number two,
they do not give us the responsibility, И проблема в том, значит, что они старшие не практикуют, но saying that you проповедуют are not yet и free. говорят, что не передают нам ответственность, потому что говорят, что вы не готовы. Now, this shows what they are thinking, and this is a very bad thing. Это показывает, что они думают, это очень плохо. If the youth thinks that they are fit, even if they are not fit, they should be given responsibility. Когда молодые Why should a president думают, что of они a federation, готовы, даже если они не готовы, все равно им надо передать ответственность. in fact, everybody should prepare a second in command. По сути, каждый должен приготовить второго в своей команде. And at some point of time, give the responsibility to the younger person. И в какой-то момент передать ответственность вот этому человеку. Are we ready to do it? That is the question. Are the seniors ready to do it? Or they want to stick on to the chair? И готовы ли старшие вот это сделать? The youth is clearly telling something which they feel. Молодежь which I think ясно is говорит reasonable. что-то такое, что они чувствуют. But we are not doing it. Но мы этого не делаем. We have heard them, but we introduced in Delhi this thing. Give responsibility to the younger person. He may require some, he will make mistake, doesn't matter. Это передайте ответственность более молодым, пусть они сделают ошибки. And Это не важно. experiment with this. Это надо экспериментировать с этим. А сколько в индийской секции федерации? How many federation are in Indian section? You see, the membership is 12,000, Всего членов 12 тысяч and there are 18 и federations, 18 федераций. and there are 460 lodges. How many lodges? 460 lodges. 460. 460 лож. Over the whole country, По всей стране. there are 460 centers, lodges, 18 federations. Да, всего 460 членов. Delhi has 7 lodges. Delhi has 7 lodges, В Дели 7 лож. and it is a federation. И там есть федерация. В вашей ложе есть молодой участник, или молодой теософ, который уже всего 2 года находится. Да? Как долго он готовился? Как долго его проверяли, прежде чем принять свою... You said about a new member who is 2 years on your watch. Was he accepted to watch at once, or you pondered to accept him or not? What was some delay? You see, we do not refuse anybody's membership. Мы никому не отказываем в членстве. Понятно, но как долго? We do not, anybody wants to become a member is free to become a member. Всякий, кто хочет стать членом, We have no pick and choose system. no any delays. Без всяких задержек. Because you can't make any distinction. There is no measure. Who should be a member, who should not be a member. Нет вот такого, как бы, мерила, кто может быть членом, кто не может быть членом. А вот какие-нибудь рекомендации есть по этому поводу со стороны Международного Теософского Общества, допустим, какие-то требования к тому, чтобы наши ложи какие-то ограничения ставили или какое-то время выдерживали, проверяли или что-то там. Вот в таком смысле, да, вот эти со стороны Международного. Does international headquarters and society at large encourage any terms, any test terms? See, they are not supposed to interfere. Even at the lodges,
the federation should not interfere. Unless никакого they are вмешательства. going in a wrong direction. Let them do their work as they like. Let them organize it. Да, никакого вмешательства в дела федерации не должно быть, за исключением, когда они пойдут в неправильном направлении. Костя, спроси, пожалуйста, по программе DRU Renovation и началось ли восстановление штаб-квартиры и тех зданий, которые на территории находятся? Там деньги вроде активно собирались. The question is about a renovation of ADR headquarters. Renovation. Renovation. We heard about fundraising, but did the reparation actually begin? I cannot comment on this. Я не могу об этом But комментировать. I would say technically Я могу сказать that технически. there is probably no organization to spend that much money because they have no technical background. The new theatre was erected, it collapsed. You know that? I know. Значит, проблема в том, что у нас нет организации, которая могла бы правильно освоить средства. То есть, например, построили крышу для съездов в Адьяре, но она рухнула. So, first of all, Adyar is there since 1882. That means 135 years old. Да, дело в том, что Адьяр основан. I did not find anything wrong with any structure. There is no structure that is going to collapse. Но что касается старых зданий, у нас вот это больше 100 лет существует, с 1882 года. Я не обнаружил в каких-то зданиях таких дефектов, что они грозят обрушением. What are we going to spend the money on? После наводнения восстановили. We decided about a new theatre which collapsed. Да, у нас было вот одно решение. Why? Because the consultant was from a foreign country. He had no idea of the local conditions. Потому, вот у нас был один опыт с вот этой крышей, которую решили построить, но она рухнула, потому что проектировщик не был знаком с местными условиями. And instead of calling that consultant, I feel they should have consulted IIT Madras, which are experts in design, made them responsible to execute the work. Ну что нужно было из Мадраса консультантов приглашать. У нас в нашем маленьком обществе и то есть теософы-инженеры. Неужели в таком большом обществе, как в Индии, не нашлось ни одного инженера? Там сложность в том, что купол дизайн проектировали в Голландии. Even in our small society, there are building engineers. Aren't in your Indian branch good building engineers? Radhaji consulted me whenever there is a problem. Они бы даже могли со мной поконсультироваться, это не проблема. Anyway, let us not discuss this thing. The basic point is, do we have an organization, a technical organization in the headquarters, whether it is a federation or international headquarters, to execute those kinds of works and spend so much of money to control that much of development? First of all, is there a need? Ну, в общем, есть... And if we don't, you see, there is a very simple thing. If we do not know, appoint a consultant. В общем, Take his advice. В Адьяре и в других федерациях есть специальный отдел, Not который занимается вот этими делами техническими, но если вы не знаете, ну, наймите консультанта. But I think let us not criticize individuals. The point is, I feel we are not organized to execute those kinds of work. Я считаю, по моему такому чувствованию, но мы вот не готовы к таким видам работ. Не квалифицирован для них. Я хотела спросить, а можно ли напрямую, не обращаясь через представителя президента, напрямую отправлять заявление о вступлении в Теософское общество?
The question was, can we send the applications for membership which we receive directly to headquarters, bypassing the presidential representative? No, I don't know. I think that you should do everything constitutionally. Go through the constitution. Я думаю, что вы все должны делать по уставу. Don't imagine anything. Don't add anything. Don't. Не добавляйте ничего. There is a constitution. There is a procedure. Follow that procedure. Есть процедура, следуйте этой процедуре. And one question I remember, it was given during a break, and I remembered it only now. Это вопрос, который мне задали во время перерыва, я только про него вспомнил сейчас. О волонтерах. We know that there are volunteers in India which make different work there. How to become such a volunteer? Become. How to become? You see, everybody has some preferences. У каждого есть свои предпочтения. And most of the volunteers which come from foreign countries. Большинство волонтеров из зарубежных стран приезжают. Because I know some people came and they left very quickly, but my policy was to interview them before they go. И некоторые из них, приехав, уезжают очень быстро, поэтому моя политика проинтервьюировать all of them заранее. Uniformly told me that we feel very lonely here. Все мне одинаково говорили, что мы тут чувствуем очень одиноко. There is no social life. Там нет общественной жизни. And even Mr. John Elgio, who was the vice president, I'm told he never went to his residence for lunch. Because of the heat, he would keep himself locked in a room. Once again about John Elgio, I didn't understand. Once again about John Elgio. Mr. John Elgio was the vice president. Mr. John Elgio был вице-президентом у нас. But he felt so hot in that hot and humid climate. In Chennai, there are only three weathers: hot, hotter, hottest. Ему было очень жарко в Ченнае, потому что у нас там сезоны бывают жарко и очень жарко. So the lunch break was from 11 to 2 o'clock. He never went home for his lunch because of the heat. В общем, были периоды в днем, там в полуденные часы, он даже не выходил из дома. So normally, the weather there will not suit everybody. Поэтому погода там не всякому подойдет. Secondly, во-вторых, they will feel very lonely. Во-вторых, они чувствуют because there is no social life. одиноко, потому что нет общественной жизни. So before you make an application, please go and experience whether you can live there, whether you can be happy there. Так что надо приехать и посмотреть, будете ли вы там счастливы и сможете ли вы там жить. Conditions are very different. Да, условия очень другие, очень совсем иные. Тяжелые условия, но работать вообще требуется. But do volunteers required? You see, there is no limit to inducting volunteers. But you must be intelligent enough. Нет, такого ограничения на волонтеров нет, но вы должны быть достаточно разумны. If you want to run an organization as a routine, you don't require anybody. But if you want to do something new, something extraordinary, you require people. Если вы, так сказать, вы привыкли к рутине, то ничего не нужно, да. Но если вы хотите что-то нового, тогда требуются люди. But I would suggest one thing: if people want to become volunteers, let them be volunteers first of all in your own federation,
in your own lodges. И вообще, если люди хотят стать волонтерами, пусть они станут в первую очередь ими в ваших собственных федерациях, в ваших собственных ложах. When they have gained experience here, then they should think. А когда они Go and verify. и когда они получат опыт здесь, тогда пусть подумают о том, как там. Пожалуйста. You can wind up, I suppose. Я хотела бы узнать относительно групп социального служения. So I can answer many of these questions if you have got my email. If you don't, I'll give you a card. Да, Because, you know, если вы хотите еще на these все... administrative and organizational questions and all that, we cannot discuss. They will have their own problems, specific problems. Есть специфические проблемы, организационные вопросы. По всем таким вопросам вы лучше пишите мне мейлом, я вам дам свою визитную карточку. На каком языке? На английском. But I know, I've handled many World Bank projects as a World Bank consultant. I have never exceeded the time or the budget. Я был руководителем многих проектов, но я никогда не превышал бюджет и временные рамки. Супер. Супер project manager. Константин, так можно относительно групп социального служения уточнить маленький момент? Ну, как бы, да, на примере украинцев, где война, мы видим, что работа в больницах есть очень важный момент, при том, что там развивается демократия, и это действительно, в общем, очень важный вопрос помочь в такой кризисной ситуации. Но если исходить из того, что идеи движут миром, да, и есть определенные идеологические сложности, да. There are a few cards. If somebody wants to have for communication, they can have. Если появляется, скажем, вот концепция, да, идеологическая, которая соответствует теософии, нравственным принципам и может сплотить людей доброй волей, да, то будет ли, скажем, распространение этой этих идей, которые изложены очень емко и очень конкретно, вот такой миссии и такой группой социального служения? The question was, will be dissemination of moral ideas of teachings be kind of the social service or not? We should try all methods. Но мы должны пробовать всякие попытки делать, всякие усилия. Everything can be done in many different ways. Все может быть сделано во многих разными способами. Let us try whatever works best. Давайте попробуйте, что будет работать лучше. You know, we don't try. We keep on thinking what is better, what is. Но мы часто не and пробуем. then find out what is better. А мы все думаем, а это лучше или это лучше. Но пока мы не попробуем, мы не найдем, что лучше. Any more questions? Есть еще Please вопросы? take a card. It is an email. Если есть еще вопросы, возьмите Refer to визитную your карточку. specific question. I'll answer. И я отвечу на Quickly. ваши You won't have to вопросы. wait much. Быстро я отвечу, вам не придется много ждать. Вопросы исчерпаны, да? Всем все понятно. Давайте скажем спасибо за милость. Давайте общую фотографию сделаем. Trust everybody. Доверяйте каждому. Final thing. Trust everybody. Доверяйте всем.